Итак, друзья мои, всем доброго раннего утра. Дело в том, что, естественно, я продолжаю наблюдать за тем, что происходит в Арцахе. Единственные хорошие новости – это вмешательство российских миротворцев. И эти ребята, они заботятся о местных жителях, помогают им отстроить дома, даже воду им привозят, чего не делают местные власти совершенно. Местные власти настолько бросили людей на произвол судьбы, настолько наплевать, что просто не объяснить словами. Это даже назвать бесчеловечностью нельзя, понимаете? Даже бесчеловечность слишком мягко звучит для описания того, что делают эти ублюдки. Я не знаю такого подходящего слова, которое можно было бы дать этому явлению. Насколько я знаю, что начали закрывать Facebook армянам из диаспор, кто был против, то есть кто есть против ублюдка по имени Пашинян, он опасается армян диаспоры. Ты правильно делаешь, Никол, что опасаешься нас. Я тебе говорю и заявляю официально, ты жить не будешь. Если армяне Армении тебе башку не отрежут, это сделают армяне из Спюрка. Ты даже не сомневайся, в какую бы страну ты ни улетел, не убежал, тебя везде найдут. Везде найдут, и я тебе гарантирую, что я не знаю, кто это сделает. Я не знаю, кто будет этот герой нации, но то, что ты очень жестокой смертью сдохнешь, ты в этом можешь не сомневаться. Это не просто мое пожелание, это я вижу и знаю. Тут даже не нужно быть ясновидцем, чтобы знать, что тебя, тварь, ожидает. Сегодня Карин Тоноян сказала, что отказывается от церкви, которая вместе с убийцами наших детей устраивает поминальную службу для их душ. Многие написали про нее, что она турок, что с ней случилось, ты была умная женщина. Вы настолько ублюдки, человек, который всю свою жизнь посвятила истории нашей нации, развитию истории и культуры нашей нации, не одно поколение она воспитала. Я выросла на ее передачах Карин Тонуян. Вы настолько твари, что можете без даже секундного сожаления назвать турком человека, который всю свою жизнь посвятила нашей стране и нашему народу. Вот так вот опустилась ваша мораль и ваш уровень ваш. Понимаете, вы настолько твари, что словами не описать. Вы такие твари, что завтра скажете, что Исюник не заслуживает того, чтобы ради нее пролилась кровь. Понимаете, вы превратились непонятно в кого. Не дай вам боги еще Исюник потерять. Мы сами вас будем убивать. Я вам гарантирую. Вот просто все вы, кто окажется здесь, за пределами Армении, вы сами здесь будете умирать от наших рук. Мы будем очищать нашу нацию от вот этого гнилого гена, который нам мешает жить дальше. Не дай вам боги, вы настолько отупевшая нация, вы не понимаете, что он хочет тянуть время, чтобы еще и Сюник отдать им. Отупевшее стадо. Каждый раз вы, действительно, он правильно сказал, воете у его окон. Не выть нужно, нужно зайти и убивать его. Нужно зайти убивать всех его соратников. Убивать нужно. Да, я напрямую говорю. От них по-другому вы не избавитесь. Вы не избавитесь, они от своей шикарной жизни отказываться не собираются. Сегодня на этой поминальной панихиде стоял он с довольной мордой вместе со своей шлюхой женой, которая под всех генералов уже легла там. Понимаете? Вы пока их не начнете убивать, они не поймут, что им нужно уходить. Когда до вас дойдет?
Вы должны начать их убивать уже, чтобы они начали задумываться и убираться, пока не продали всю Армению. Сожгите уже их дома, начните, пусть они на своей шкуре это почувствуют. Сделайте это, не будьте трусами. Продает вашу родину, вы боитесь чего-то, вам есть что терять, вам уже терять нечего. Первый раз в истории человечества, чтобы предавший свою страну, продавший, так спокойно дальше существовал. Хотя он оглядывается, смотрит, как шакал по сторонам, потому что боится. Это шакалье отродье, он очень боится, он боится за свою шкуру. Брат Вазген Саркисяна, вот не зря, когда мы вызывали его душу, он сказал ему пару слов. Брат Вазгена Саркисяна говорит, что вы обожествляете город Шуши. Вы представляете, это люди абсолютно без ценностей национальных вообще. Народы сохраняют развалины своих городов как историческую память. А что говорит эта тварь? Я вам хочу сказать, что пришли к власти неудачники, чмошники, опущенные твари, которых пинали в свое время вот те люди, чьи заслуги они обнулили. Вы понимаете, в свое время они завидовали этим людям. Они завидовали этим людям, их успеху, их силе воли. А потом пришли к власти, начали уничтожать и обнулять все заслуги тех сильных людей, которые когда-то у них вызывали зависть. И вот брат Вазгена Саркисяна, я хочу сказать ему напрямую, да, ты завидовал своему брату, потому что есть очень много рассказов, где он тебя натурально чморил просто. Много раз. И один раз это было при многих людях, когда на день рождения вашей матери он сказал тебе, слышь ты когда собираешься налоги платить в государственную казну? Или ты думаешь, что если ты мой брат, я тебя не посажу? Да я с тобой хуже других обойдусь. Вот он сказал тебе, Вазген сказал тебе, человек по имени Арам, даже не хочу тебя называть его братом, он тебе сказал, ты что думаешь, что если ты мой брат, я тебя не посажу, как других? Я тебя также посажу, он сказал тебе, бизнесмену. Ты всю свою жизнь завидовал ему, ты завидовал его славе, ты завидовал вот этому поклонению к твоему брату. И когда у тебя просто, знаете, вот момент такой настал расквитаться за всю эту зависть и ненависть, ты это сделал. Вот вы все твари завистливые, вы обнулили дело великих мужчин, потому что вы когда-то им очень завидовали. Вы неудачники и чмошники. Вот кто вы. Теперь, дорогие люди, насколько надо ненавидеть свою нацию, чтобы так омерзительно поступить. Настолько он спешил продать эти земли. С такой радостью он это сделал, прям вот не передать слова. И так радостно он это сделал, тварь, что аж не успел просто даже людей предупредить. Вы понимаете, людям даже не сказали, что несколько селений передаются Азербайджану. Он-то хотел весь Арцах отдать, да, с досадой понял, что ему не дали все отдать, бедненький. Людей даже не предупредили. Знаете, сколько людей попало в плен? Люди, которые воевали с Мартуни, не забрали людей, солдат не забрали. Они пешком пошли. Вот так вот бросили людей, понимаете, бросили на произвол судьбы. Пленными никто не занимается. Я сейчас, если найду холодильники тел, дорогие друзья, вместе с пленными, погибшими, без вести пропавшими, уже перешагнула за 12 тысяч. Уже перешагнула за 12 тысяч у нас жертв. Вы представляете? Как нужно ненавидеть свою нацию, чтобы продать земли вместе с людьми? Я хочу вам показать момент, где хорошо, что они их не убили. Не убили только потому, что рядом недалеко русские миротворцы. Вот пришли азербайджанские солдаты, снимают издевательски, показывают, как армяне в спешке все, что успевают, загружают, чтобы уехать оттуда. Это уникальный случай, что они их не убили, не растерзали. Если уж у них
такая ненависть, что даже памятники рушат, оскверняют могилы, то представьте, что они делают с живыми людьми. Кадры, где они отрезают живого солдата ногу, потом жарят и едят, я вам показывать не буду, потому что у вас психика просто не выдержит. Вы понимаете, кто они? Только по одному тому, как они пинали этого бедного старика, можно сделать выводы, кто это племя. И ты этому племени оставляешь людей вообще, даже не сообщили. Не то, что транспорт не дали этим людям переехать или что-нибудь. Да вообще срать они хотели. Они срать хотели. Фух. Смотрите. Вот. Вот, издеваются, снимают, как люди там выносят все, что могут. Шакаллар, да, бля, шакаллар. Шакаллар, блядь, это вы, твари. Хочу понять вот этих ублюдков, которые называют этих бедных людей шакаллар. Хочу сказать, вот шакаллар из этих двух кто? Не вы разве? Чем они шакалы? Это люди, которые здесь жили 30 лет с лишним. Они выносят хотя бы подушки, на чем бы поспать. Почему обзываете, ублюдки, людей шакалами? Где шакалы? Где тут шакалы? Шакалы – это вы, которые пришли на чужой дом, забирать чужое имущество, чужой дом. Шакалы – вы. Почему вы шакалами называете человека, который из своего дома выносит все, что может вынести? Потому что понимает, что больше не на кого надеяться ему. Чем он шакаллар? Шакаллар – это ты и твое племя, которое оскверняет могилы людей. Понимаешь, ты неправильно называешь. Ты забыл, кого называешь шакалами. Шакал тот, который снимает, смеется над бедствием человека. Вот шакал – это ты и твоя родня, и твои родители, которые таких, как ты, воспитали. Хотя что удивляться? Чего удивляться, если он бросил свой народ на растерзание просто? Смотрите. Şakallar da böyle şakallar. Şerefsizler bak bak. Bak sence bak 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 bayrak bak. Affele kalk. Affele bak verirler adamı. Affele. Sık kayığını. Вот шакаллар, видите, кто они, шакаллар? Вот они, шакаллар. Радостно снимают уходящих бедных людей, которые хотя бы подушки выносят. Вот они, шакаллар. Шакалы – это те, которые приходят мирных жителей снимать. Пускай бы жили дальше там. Если вы люди, если бы вы были люди, достойный народ, они бы не убегали оттуда. Они знают, кто вы, что от вас ожидать. Ну, взяли, ну, там отдали вам силу. Ладно, вы бы могли сказать, люди, вот живите дальше с нами, что? Можно же было так сделать, правда? Если бы они были люди и народ, они бы сказали, живите дальше. Так они знают, что вы и есть шакаллар, что вы даже мертвых не жалеете, поэтому они убегают. Спасибо, хоть русские недалеко находятся, их бы просто всех пленили, убили, ничего бы не дали вывести. На войне даже можно остаться человеком, уважаемые. На войне тоже можно быть человеком, понимаешь? Не смейся, ты не знаешь, чего завтра тебя ждет, тварь. Не знаешь. Не надо пленных отправлять мне, у меня есть эти видео. Люди оставлены на произвол судьбы. Просто на произвол судьбы. Никому не нужны. Эти земли отдали вместе с людьми, вместе с этими селениями. Вы понимаете? Страшно. Людям даже не сказали, что, как, чего, что будет, как уйти.
Транспорт никто не предоставил. Кто что смог, забрал, ушел. Некоторые вообще в тапках ушли. Вот скажите мне, пожалуйста, как можно такого ублюдка не убить просто, дать ему дышать дальше? Ничем не занимается человек, никому ничего не сделал. Просто вот сделал вот назло специально. Его старые кадры включаешь, там есть выкрики, где он говорит, что арцахцев этих подлых надо уничтожать. Это его слова. Он ненавидел карабахцев, ненавидел. И он это сделал. А теперь он начал ненавидеть вас всех, потому что он-то думал, что прокатит, а получилось не прокатило, народ стал против него. Сейчас он ненавидит вас всех. И будет делать с вами еще хуже, чем вы себе представляете. Вы когда собираетесь этого ублюдка убрать оттуда? Вам же было сказано, попросите русский спецназ. Пускай зайдут, арестуют. Вы имеете на это право. Вы пишете официальное письмо президенту России с помощью помочь спасти страну, родину. Несколько человек вылетает в Москву с этим письмом. Вы понимаете, что вы должны делать? Срочно, быстро, вы опять меня не слышите. Если вы, не дай боги, сюник потеряете, я клянусь вам, я первый организую отряды по очистке моего народа. И вот все эти твари, которые сюда припрутся, потому что им идти некуда, мы сами вас будем здесь резать. Турок не сделает, мы сделаем за него эту работу. Потому что народ, который говорит, Шуши не стоил того, чтобы солдат погибал, твою мать! Если так будут думать народы, что не стоит жизни одного солдата, люди просто будут сниматься с места, оставлять города и уходить. Что значит не стоил того? Когда нападает на твою землю, есть альтернатива. Либо уйти, либо пожертвовать некоторым количеством, чтобы отстаивать землю для своих потомков. Либо просто уйти и жить как цыгане. Вы думаете, что вы будете жить в других странах, там будет все прекрасно и сладко? Вы понимаете, вот я живу в России. Если, не дай боги, завтра что-то случится, мой сын пойдет воевать за эту страну. Где бы вы ни находились, вы должны, обязаны воевать за эту землю. Без разницы. Вы не думайте, что если вы будете без родины жить, у вас не будет проблем. Вы будете жить в другой стране, в этой стране будет война, вы там будете гибнуть, там будете воевать за эту страну. Это нормально, это исторический процесс, это, я не знаю, как вам, это закон мироздания, где ты не живешь, за эту землю борешься. Понимаете, просто настолько смешно, вы думаете... Нет земли, нет проблем. Нет родины, нет проблем. Вы идиоты! Вы что за отупевшее стадо стали? Как так можно думать? С такими мыслями можно все подарить всем и уйти, сняться с места. Вы что с вами случилось? Вас убедили, что город не стоит жизни одного солдата? Город стоит жизни 1 000 000 солдат, потому что этот город потом передается по поколению. И родина стоит жизни многих. Иначе зачем жить тогда? Как можно так жить? За себя бороться должна нация. Она должна за себя бороться и говорить, да, хоть сколько, но я отстаю эту землю. Это же земля наших детей, потом, потомков. Если бы так думали наши предки, у вас не было бы родины сейчас. Это что значит? Если нападают на какой-то город... Люди должны думать, нет, этот город не стоит даже одного солдата. Пошли-ка мы отсюда. И куда вы дойдете так? Я вам сказала, если, не дай боги, вы сюник потеряете, мы вас уничтожим просто. Не дай боги, вы потеряете сюник, твари. Знайте, что с вами будет. Сейчас хочу еще кое-что найти, чтобы вам показать. В холодильниках тела не выдают. Идет окруженный телохранителями. Пашинян, я тебе скажу одну вещь. Твоих телохранителей, двоих твоих ближайших телохранителей, которые к тебе имеют доступ, подкупили. И они в любую минуту могут тебя шваркнуть.
Неужели ты думаешь, что если у тебя есть телохранители, до тебя не доберутся? Единственный выход для тебя жить – это сдаться добровольно в руки правосудия. Тогда, может быть, когда тебя пожизненно закроют, уже не будет никакого резона тебя грохнуть, потому что тогда хорошо, если ты будешь мучаться медленно, вот годами жить, как ты жил опущенный на зоне, вот так опущенно ты будешь жить на зоне. Его опускали на зоне, и он очень панически боится снова туда, панически. Твоя шлюха-жена же говорила про Кучаряна, пусть имеют гордость прийти и сесть в тюрьму. Вот ты, мразь, имей гордость, иди садись в тюрьму теперь. Гордо иди в тюрьму. Эратка. Весь Карабах уже говорит, что ты шлюха просто, что ты под генерала вложилась. Весь Арцах, стыдоба. Стыдоба, чтобы у главы государства, как он себя величает, была такая шлюха-жена. Стыдно, люди. Что ты делала, шалава, в бункерах? С генералами. Что ты там делал? Что ты шкуру трешь там? Что ты под Самвела ложилась? Уже весь Карабах об этом, если раньше люди молчали, не говорили, потому что война туда-сюда, не до этого. Сейчас все говорят, что все знали, что ты с Самвелом спишь, с Самвелом Бабаяном, что ты с ним просто. Это ужас какой-то. Это позорище. Кровожадная мразь, на твоей совести сколько тысяч жизней наших детей. Мехрибан она на чай приглашала в Шуши, тварь вонючая. Мехрибан, людоедку Мехрибан, которая стольких посадила, стольких сгноила. В Азербайджане ее ненавидят. Эту людоедку Мехрибан, тварь вонючая. Вот никак не могу найти, очень хотела найти вот это вот. Показать вам просто. Вот его сын как воюет, видели? В центре Еревана. Погодите, я все-таки хочу найти. Дорогие друзья, я веду к тому, что кроме нас с вами, наверное, этим бедным пленным больше никто не поможет. Нам нужно распространять эту информацию, показывать, говорить, чтобы родители видели, чтобы начали уже интересоваться. И я сегодня хочу дать вам такой сильный заговор, который вы можете прочитать, глядя на фотографии этих людей, даже с телефона, даже визуализируя для себя, вы сможете спасти этих людей из плена, чтобы они живые вернулись. Сделайте это, пожалуйста, потому что больше никто не делает. Даже наши девочки из ведьминой избы в Фейсбуке создали специальную группу, в которой скидывают фотографии, в которой скидывают всю информацию, которая может помочь этим людям, плененным людям и не только. Вы понимаете, весь мир это делает, а вы, как слепые твари, идете в бездну за этим ублюдком и его шлюхой женой. Просто удивительно. Вот за этой шлюхой и за этим пидором, которого опускали на зоне, вы идете всей нацией просто на убой. Вы посмотрите на его рожу, на его... Блин, я сейчас даже найду, как он испуганно смотрит по сторонам. Какая мразь, морда противная. Я, конечно, кое-что ему делаю, и потом на днях покажу, что я этому ублюдку делаю. Посмотрите на эту морду, посмотрите на его страх в глазах, видите? Посмотрите на его страх. Как он по сторонам смотрит, зашуганно. Посмотрите на эту тварь. Вот это вот руки вот так держать в ужасе. Смотрите на его вот это вот резкие взгляды в разные стороны от страха. Видите? Зашуганная тварь, понимаете, трусливая мразь, трусливый шакал, который понимает, что, да, что, ну все уже, цепляется за эту власть. Война давно закончена, а военное время у нас держится. Почему? Потому что во время военного времени нельзя менять власть.
Он за это держится, это жалкое существо, вот всеми когтями, ногтями, клыками, как возможно, за это вот ухватился и держится за это. Фу, блин, тварь. И ты тварь, и те, кто тебя поддерживает, тоже твари, такие же, как ты. Сейчас, секунду, последний покажу. Есть тысячи возможностей его грохнуть, и его грохнут. Хочу просто найти. Ай. Это ужасающие эти холодильники. Эти холодильники, ой. Это невозможно забыть, понимаете? Самвел Бабаян когда-то был человеком. Когда-то его любили и уважали, герой Арцаха. Самвел Бабаян, как же ты опустился просто. Ты, который в 28 лет, кажется, если не ошибаюсь, получил титул генерала за свои подвиги. Как ты мог, тварь, продать земли, которые своей кровью вернул? Скажи мне, гнида. Ее дырка стоила того, чтобы продать Арцах, да? Жопа этой шлюхи того стоила, вот этой потаскухи, вот этой несимпатичной, этой кучерявой, когда-то беззубой твари. Оно стоило того, этой вонючей швали. Вы бы видели, вы не представляете, в каком свинарнике эта женщина жила. Эти все стены разрисованные там всякими, дети разрисовали, как свинарник. Вот в таком свинарнике она свой дом-то не любила, не то что нашу родину любить. Вывели народ, понимаете, одну часть народа на вторую часть народа. Ненависть посеяли. Грызутся люди, обзывают друг друга. Абсолютно забыли, что есть люди, у которых огромная заслуга перед нашей нацией. Без стыда, без зазрения совести их обзывают. Меня уже обозвали как угодно. Да плевала я на вас. Я думаю только об этих детях, которые никому не нужны просто. Нет, я хочу найти это. Сегодня одна из девушек, я не буду ее называть, она наша зрительница ведьминой избы, сходила то ли за свечами, то ли почему в храм, и говорит, я зашла и спрашиваю, вдруг в голову пришло, и говорю, вот тебе все поклоняются, все армяне, Иисусу, она сказала, иконе, а почему ты не спас нашу нацию тогда, если ты такой всемогущий? И знаете, абсолютно в пустом храме за ее спиной такой хохот мужской послышался. Хохот. Ей стало плохо. Она пришла домой, домочадцам тоже плохо стало. Видимо, он таким образом дал понять, что ему плевать. Понимаете? Что ему плевать на нашу нацию. Вы представляете? После такого вопроса к нему в храме пустом раздался мужской хохот. Она вполне нормальный, адекватный человек, я ей верю. Она в страхе, в ужасе говорит, я такого не ожидала. Я повернулась, смотреть никого нету, но этот хохот у меня в голове стоит, этот хохот. Конечно, он над вами смеется. Нашли у кого просить. Нашли у кого просить помощи. Дайте-ка я все-таки найду. Не могу найти, как назло. Вот не могу найти, и все. Знаете, сколько людей умерло?
Чё? Нет, Шуши не у вас. Шуши у вас не будет. Никогда не будет. Даже не мечтайте. Это русская база. Если беженцы захотят, они вернутся. Если нет, значит, там будет русская база. Оно не у вас и никогда у вас не будет. Никакой Набиев меня не интересует. Я знаю, что хочет Путин и что он сделает. И никакой Набиев ему не указ. Что-то там Набиев сказал. Вы знаете, те, которые хотят, чтобы русские миротворцы ушли, вы ходите в Баку. Если русские миротворцы уйдут, вам же и хуже. Потому что мы обязательно вернемся за этими землями. Тогда уже не будет Пашиняна, вашего национального героя. Понимаете? Не будет вашего национального героя Пашиняна, и он вам уже не сможет продать ничего. Поэтому мы, естественно, вернемся и все это заберем. Поэтому молитесь, чтобы русские подольше оставались там. Это для вашей же безопасности. Кстати, хочу вам сказать, что то, что он не снабжал оружием Арцах, это тварь. Это не просто факты. Двое русских офицеров и 4 армянских офицера были арестованы за то, что, вопреки приказу Пашиняна, хотели все-таки оружие отправить в Арцах. Он оставил людей без оружия воевать. Вы понимаете или нет? И его шлюха-жена в каком бункере была, после этого этот бункер бомбили. Вот его шлюха-потаскуха жена в каком бункере находилась, через полчаса после ее отъезда этот бункер был, разбомблен. И вы не понимаете, до вас не доходит. Так, все. Дорогие друзья, если вы хотите помочь человеку выйти из плена, лучше, конечно, если сделают родные и близкие. Но мы тоже можем с вами это делать. Если это вас... Представляете? Аж волосы спалила себе. Ужас. У меня впервые такое. Впервые спичка вылетела от моей ярости. Или потому что это очень сильный ритуал. Перед тем, как вам дать, естественно, я читала несколько раз. И это говорит о том, что он рабочий. Более чем рабочий. Да, давайте, позвольте, я все-таки кое-что прочитаю, где у меня телефон. О том, как мои ритуалы спасали очень многим жизнь. Очень многим. Точнее, всем, кто просил. Сейчас я посмотрю. Яна, добрый вечер. Вот это Яне написано. Хочу передать Инге благодарность за ритуал покров матери. Я отправила сестре мужа в Ереван, чтобы она делала его. Младший сын был 3 недели в Арцахе, попал в госпиталь. Сегодня вернулся. И близкий друг вернулся, который там все эти 40 дней был. Они рассказали, что там творится. Неграмотное командование, не могут руководить. Солдаты сами сражаются. У армян нет оружия. Армяне сражаются рогатками и тем оружием, которое отбивают у противника. Вы представляете, что сделали они с нашим народом? Это веками забыть нельзя. Просто это невероятный ужас. Это спланированная просто акция предательства своей нации. Если кто-то с окопа вышел в туалет, то засекали 3 минуты. Если не вернулся, значит убит. Потому что бесшумно стреляют. Наемников много, все обколотые. В них стреляют, они не чувствуют боли и продолжают идти. Все, кто возвращается с Арцаха домой, полное разочарование и в один голос говорят: если бы мы знали, то не шли бы туда. Столько убитых детей среди соседей, друзей, родственников, вся Армения в панихидах. Когда еще люди оправятся от этого и ради чего это было сделано? Да, это был геноцид. И этот геноцид продолжается, когда люди даже не знают, что их село отдано, и просто этот геноцид продолжается. Арцах никто никогда не завоевывал, но сейчас он был предан и продан.
В Ереване люди разделились на два лагеря. Фанатики, которые за этого придурка, его жену, и против них. Главное, чтобы в Армении не началась гражданская война. Так он, мразь, к этому ведет, он это и хочет. Знаете, бывший начальник ФСБ, которого он снял, он сказал, однажды был митинг, он нас направил туда и сказал, я хочу реки крови увидеть. Сказал Пашинян. И тогда и он отказался, и начальник полиции отказался, глава МВД, и их уволил Пашинян под статьей предательства. Они говорят, если у нас было предательство, почему мы не сидим в тюрьме? Как можно за предательство просто увольнять? Понимаете? Отупевшее стадо стало просто. Потому что Пашинян очень удобен людям, которые, ну как вам сказать, он дал им все дозволенность. Педики могут на улице целоваться, лесбиянки могут выступить открыто, трансгенера привели в правительство, она выступала. И Пашинян сказал, что она находится под его личной охраной. То есть вседозволенность, понимаете, вся грязь, вся пидорастия, извиняюсь за выражение, которая везде осуждается, он это позволил. И они за него жопу рвут, потому что не хотят уходить. Они хотят быть там, им там удобно, свобода, все хорошо. Дальше. Огромная благодарность Инге, делала все прямые эфиры с ней, поддержку Арцаха, и была надежда. Эта надежда оправдалась, отчасти оправдалась. Они не смогли ничего сделать. Провела ритуал Ацхак Ернун, прочитала 8 раз. И что вы думали? Позвонили, сказали, позвоночник цел, остался вылечить котенка и найти достойного хозяина. Вот так работают. Хочу просто еще одну. Секунду. Насчет плена именно, насчет спасения. Много здесь нужно искать. Здесь нужно искать, я уже... Просто в невероятных ситуациях люди спасались. И до сих пор есть люди, которые... Я вам скажу по секрету, будет вестись партизанская война. Все равно им там спокойно жить не дадут. Это 100%. Даже на тех землях, где они якобы радуются. Пусть не радуются. Итак. Зажигаем свечу. Читаем 6 раз. Просто эта тварь привел войну, понимаете? Эта тварь нарочно привел войну, нарочно устроил геноцид. Бросил людей на произвол судьбы. Разделил нацию. Эта тварь просто разрушил все, что возможно разрушить. И если эта тварь не уйдет, вот на час раньше уйдет, и очень многое можно исправить. На час раньше. Поэтому я говорю, если есть у кого возможность, грохните эту мразь, грохните. Не дайте ему продать всю Армению. Не дайте. Да мне плевать, что там можно говорить, нельзя. Я говорю, как есть. Лучше одного ублюдка грохнуть, чем всю нацию продать. Не оставляйте это безнаказанным. Нельзя. Все больше... Вы понимаете, сейчас люди в шоке. Сейчас люди еще детей хоронят, еще находят и так далее. Сейчас потихоньку будут отходить от шока. И вот эту волну никто потом не удержит. Уже начнется реальное кровопролитие, уже начнется военный переворот. И если дальше он... Я же сказала, чем дольше они будут тянуть, тем страшнее будет их убийство. И судьба Чаушеску, я все-таки ему 2 года назад предвидела. И сейчас не отказываюсь от своих слов. Судьба Чаушеску покажется сказкой. Он хоть легко умер, расстреляли, да и все.
И, кстати, его мразь жену тоже расстреляли, потому что она была соучастница всего этого. Если кому интересно, откройте, смотрите. Расстрел семьи Чаушеску. Там есть еще постановочный спектакль. Некоторые путают, говорят, ой, это неправда, значит, они живые были. Нет, вы посмотрите внимательно, это из фильма, кусочек из фильма, как они снимали. После они поднимают актеров и уводят. А есть настоящие кадры, понимаете? Поэтому для дураков рассчитано, что это все был спектакль. Ничего подобного. Их расстреляли и похоронили. О чем вы? Итак, зажгите эту свечу, читайте 6 раз. Потом потушите свечу. Этот воск положите в какой-нибудь мешочек. И нужно, знаете, как вам сказать, наружу, если у вас частный дом, то положите где-нибудь в таком месте, вот за дверями. Нужно, чтобы этот воск был на улице. Понимаете, вот на улице. Вот, ну вот примерно, давайте вот сейчас объясню. Или если у вас квартира, вот как-то вот так вот повесьте где-нибудь в таком месте. Воск должен быть на улице. Это ключи. Ключи спасения, которые мы даем в руки 12 духов. 12 духов фигурирует в нескольких ритуалах, и это не случайно. Потому что мы вообще, жители ведьминой избы, уже обращались много раз, и эти силы уже нас знают. И поэтому обращение вот именно через этих духов, да, я не случайно выбираю, не случайно, знаете, как вам сказать, не случайно создаю ритуалы. Не для красоты. Я выбираю такие силы, такие сущности, которые мы уже призывали. И я понимаю, что призывая таких сущностей, мы просто очень быстро сможем добиться результата. Понимаете? Вот поэтому эти сущности, 12 духов демонов, вам уже знакомые. Особенно есть такой еще ритуал, точнее заговор, при таких трудных обстоятельствах там и так далее. Черед, помоги. Если человек потерялся, если еще что-нибудь. Нет, не выходит, Илона. У них Армения в Фейсбуке. У них своя жизнь, свой мир, своя Армения. Они управляют через Фейсбук, понимаешь? Через этих фейков, через своих зомби, через свои группы. Они управляют полицией, всем на свете звонками из Фейсбука и так далее. Вот эти полицейские, которые тащат людей, знайте, что завтра вы будете соучастники этого преступления и, может быть, будете отвечать вместе с ними, потому что вы исполняли преступные приказы. С вас тоже будет спрос, и очень строгий. Просто знайте об этом. Так вот эту свечу 6 раз прочитали, потушили. Какой-нибудь мешочек. Если нет мешочка, возьмите платок, туда положите, там завяжите. И нужно снаружи, понимаете, снаружи окна повесить таким образом, чтобы этот воск был на улице. Чтобы он работал на улице. Или на подоконник с той стороны окна, если широкие подоконники, туда положите некоторое время. До того момента, пока вы не услышите об освобождении от плена. Когда услышите, берете 12 монет, идете, оставляете под деревом со словами, вместе с этим воском, со словами «благодарю за помощь такому-то человеку». И откупаюсь, и отворачиваетесь, и уходите. Это сильная работа. Уже не первый раз и не второй раз вы вытаскивали людей, да, и вот моими работами помогали. Обереги ставили. Дорогие друзья, в таких страшных ситуациях, что никто не оставался в живых, кроме этого человека. С ожогами там, с какими-то порезами, но живой остался. И много таких ситуаций. Давайте вместе как только видите такой вот, если вы создали в Фейсбуке эту группу, где как бы скидываете информацию об этих людях и так далее, девочки из ведьминой избы создали, спасибо большое. И вот там можете собраться, например, вместе какое-то время назначить, вместе провести, или каждый по отдельности, без разницы. Это надо делать один раз, посмотреть. Если результата нет, берете еще раз, делайте вместе с этим воском,
Снова вместе эти два куска воска туда вешаете, снова по новой, понимаете? То есть этот воск тот не надо выкидывать. Нужно делать столько раз, пусть даже накопится сколько угодно. Но обычно помогает после сразу первого раза. Как помогает вообще? Ну, например, Красный Крест интересуется, родители интересуются, но, например, обмен пленными идет, да? Или это человек удается через кого-то, или убегает этот человек, или кто-то отпускает его. Но в любом случае удается из плена выйти, вырваться. Открываются дороги. Мы должны это делать, потому что это такое позорное безразличие к своему народу. Никто его не уважает, никто. Даже Лавров приехал, у него такое вот пренебрежительное отношение к нему, и смотрит на него, вынужден с этим падалом разговаривать, но не самое приятное, знаете, и вот смотришь и понимаешь, что у Лаврова отвращение к нему, просто натуральное отвращение к этому ублюдку. Как и у всех нас. Презрение, да. Потому что он так улыбается, я не понимаю, чего ты, мразь, улыбаешься просто. Чему ты, тварь, улыбаешься, я понять не могу. Он пришел и смотрит на него, вот представьте, вот предавшего родину, с ним разговаривает без какого-либо уважения к нему. А тот так улыбается, как будто он какая-то важная птица, не понимая, насколько он жалко выглядит. Жалко просто. Уберите его, армяне, уберите уже, у нас нервов не хватает. Уберите уже, пожалуйста. Уберите, уже стыдно нам, правда. Реально уже стыдно смотреть на эту морду улыбающейся этого ублюдка. Мы спасли, сколько смогли, Арцах. Реально, это вот диаспоры и так далее. Это наша работа. Теперь уберите это выродка, уберите, пожалуйста, и сохраните Армению. Просто уберите нахер, просто стыдно, блин. Стыдно нахер смотреть на это все. У нашего народа не должен быть такой лидер, ну... Мерзко уже просто, реально. Фу, блядь. Весь мир уже говорит, опять, что за позорище. Блядь. Всякие бывали ублюдки, но такое вот, тьфу, блин. Ну уже терпения не хватает, ей-богу. Со своей проституткой, женой стоят там. Им на панихиду надо было. А то, что людям не сказали, не предупредили, что турки придут в эти селения, и люди в спешке, кто что смог, убежал. Даже при них он унизил, понимаете, унизил душу своего народа. Так унизил просто. Как можно так не любить свой народ, чтобы так принизить этот народ? Гнида, блин, конченая. Гнида конченая. Даже его шлюху, дочку, сколько раз заставали, она с какими-то парнями в Сиван ездила. Как можно такая блядская семья будет управлять вами? А что тут удивляться? Маманя по генералам ездит, дочка ездит в Сиван, с кем попала. Фу, блин. Пидорастическая семейка. Откройте там, как эту дочку Пашиняна зовут, такие Марьям, что ли? Хер вы знает, как ее зовут, эту тварь. Малолетняя шлюшка. Вот его семья. О чем разговариваем мы вообще? То с Арсеном, блин, перепихнулась, то с Самвелом. Но это что? Это за позорники там сидят и будут править вами? Ну, в конце концов, очнитесь, а? Все устои уже попраны, все устои, все законы, всю мораль к черту улетела. Мерзко, прям не могу смотреть на это все. Да сынок вообще тварь. При своей сестре пьяный в баре снимали. Да семья такая аморальная. Что вы хотите? Аморальная, понимаете? О какой морали может быть речь, если они воспитали таких детей? 17-летняя шлюшка едет черти с кем, черти где. Дочь премьер-министра. Вы когда-нибудь слышали о дочерях Путина? Вы когда-нибудь слышали о дочерях там других президентов? Это же ужас просто. Ну должно быть что-то моральное в конце концов. Куда вы опустились? Все. 6 раз читать, этот воск повесить снаружи, в какой-нибудь мешочек положить и повесьте снаружи, чтобы вы отдаете в руки ключ. Даете в руки этих сил ключ, которым они отворят и откроют. Понимаете, вы даете им дозволение, да? Вы просите их. А я вам говорила, что
пока вы не попросите, силы не будут вмешиваться ни в какой процесс. Их надо просить. Есть вселенский закон. Им позволяет помогать только тогда, когда человек просит. Итак, в сырой темнице мается, в плену мучается душа живая. Воск, стань ключом, открой замок плена. 12 духов призываю. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабиль, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Вас всех созываю, воедино собираю. Сей воск непростой, а колдовской. Он ключ от Соломона царя. Все двери открывающие, замки отворяющие. Этим ключом его освободите. От плена спасите, живым домой верните. Оберегайте его и укройте собой. Заклинаю вас мирозданием во имя его создания. Действуйте немедля, истинно так, заклято. В сырой темнице мается, в плену мучается душа живая. Воск, стань ключом, открой замок плена. 12 духов призываю. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабил, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Вас всех созываю, воедино собираю. Сей воск непростой, а колдовской. Он ключ от Соломона царя. Все двери открывающие, замки отворяющие. Этим ключом его освобождайте. От плена спасайте, живым домой верните. Оберегайте его и укройте собой. Заклинаю вас мирозданием во имя его создания. Действуйте немедля, истинно так. В сырой темнице мается, в плену мучается душа живая. Воск, стань ключом, открой замок плена. 12 духов призываю. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабил, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Вас всех созываю, воедино собираю. Сей воск непростой, а колдовской. Он ключ от Соломона царя. Все двери открывающие, замки отворяющие. Этим ключом его освободите. От плена спасите, живым домой верните. Оберегайте его и укройте собой. Заклинаю вас мирозданием во имя его создания. Действуйте немедля, истинно так. В сырой темнице мается, в плену мучается душа живая. Воск, стань ключом, открой замок плена. 12 духов призываю. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабиль, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Вас всех созываю, воедино собираю. Сей воск непростой, а колдовской. Он ключ от Соломона царя, все двери открывающие, замки отворяющие. Этим ключом его освободите. От плена спасите, живым домой верните. Оберегайте его и укройте собой. Заклинаю вас мирозданием во имя его создания. Действуйте немедля, истинно так, заклято. Не помню, сколько прочитал, по-моему, еще 2 раза. В сырой темнице мается, в плену мучается, душа живая. Воск, стань ключом, открой замок плена. 12 духов призываю. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабиль, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Вас всех созываю, воедино собираю. Сей воск непростой, а колдовской. Он ключ от Соломона царя. Все двери открывающие, замки отворяющие. Этим ключом его освободите. От плена спасите, живым домой верните. Оберегайте его и укройте собой. Заклинаю вас мирозданием во имя его создания. Действуйте немедля, истинно так, заклято. В сырой темнице мается, в плену мучается душа живая. Воск, стань ключом, открой замок плена. 12 духов призываю. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабил, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Вас всех созываю, воедино собираю. Сей воск непростой, а колдовской. Он ключ от Соломона царя. Все двери открывающие, замки отворяющие. Этим ключом его освободите. От плена спасите, живым домой верните. Оберегайте его и укройте собой. Заклинаю вас мирозданием во имя его создания. Действуйте немедля, истинно так.
Я читаю на одного человека, которого видела, как мучают в плену. Сейчас я возьму этот мешочек, найду, если... Ай, надо было заранее подготовить. Ну ладно. Вот так можно, вот так вот просто сделать. Хорошо бы, если бы читали матери Армении. Только матери Армении сидят, своего Иисуса зовут. Непонятно кого. Нет, нет, ничего не играет. Даже можно не мешочек, а вот так вот сделать. Вот, и давайте так сделаем сейчас. Сколько у меня есть возможность положить вот сюда. Я вот сюда и положу. Вот, так вот положу. Потому что она должна быть... На улице она должна быть. На улице должна быть, потому что это ты как ключ отдаешь им в руки, чтобы они забрали и спасли. Просто можете, глядя на человека, на фотографию, представить, кого вы видели, чтобы помочь этому человеку сделать посыл. Даже здесь имя не обязательно. Духи прекрасно знают, о ком речь и о ком вы переживаете. Они видят ваши мысли и умеют читать. Вот видите, какая красота у нас лес. Дайте-ка 2 секунды включу. Прям сказочный лес. Хоть этот лес меня спасает, успокаивает, уже не могу. От этих нервов реально я вам скажу. Просто у меня уже состояние вообще. Это рыжик, и это, это мой рабочий диван. Ой, не могу. Сейчас я вам еще покажу. Ай. Вот еще лес. Погодите-ка. Включу. Не включается почему-то. Да, включается. Вот. Здесь у нас свет. Включает, выключает постоянно. Наверное, собаки там, я не знаю, кролики, лисы ходят. И она все время дает знать. Вот. Чё ж он выключает вспышку, я понять не могу. Включить. Вот она, да. Вот. Да держусь я. Я сильный человек. Я понимаю, что это последствия войны. И никуда мы от этого не денемся. Это должно было быть. И просто психология, знаете, рабская, омерзительно рабская психология стала у народа. Этот город не стоит одного солдата. Этот город не стоит того. Вы понимаете, так, с таким макаром мы можем всю свою землю, всю свою страну отдать, говоря о том, что это не стоило того, это не стоило этого. Понимаете? Это идиотизм просто полнейший. Полнейший дебилизм. Что значит не стоило того?
Люди свою родину защищают, выходят миллионами, умирают. Что за детский сад вообще? Да это еще некрасиво, не так, как я хотела бы. Мне еще здесь нужно все это сделать. Времени не могу и найти, и вообще и настроения нету, если честно. О чем тут разговаривать, если вот такое творится? У меня уже, знаете, жалость переходит в гнев и ненависть, злость к своему народу, ей-богу. Просто гнев и ненависть. Это по-другому не могу сказать. Одного ублюдка мы не можем выкинуть нахер, чтобы люди хотя бы то, что есть, спасти, хотя бы... Вы понимаете, что это просто экономическое полное разрушение, коллапс, это парализованная страна. Это что за дебилизм? Он будет так и сидеть там? Конечно, не будет сидеть. Но до какой степени уже надо разрушить, чтобы вообще с нуля? Когда говорят, ой, приходят, ради кресла дерутся. Слушайте, сейчас нужен такой сильный человек, который на себя этот крест возьмет, поднять такую страну. Вы сейчас представляете, какая злость, ненависть, озлобленность у народа? Это должен быть такой сильный человек, который выдержит это все. Это сейчас не богатая страна, где дерутся за кресло, кто будет руководить. Это разграбленная, уничтоженная страна. Жертвы уже достигли 12 тысяч. Как вам? Нормально? И 15 тысяч инвалидов пришло. Без руки, без глаза, без ноги, без ничего. Никому ничего не помогает, мразь. Даже эвакуации людей не помогли. Даже не предупредили их. А видите, в каком они состоянии шоковом? Быстренько убегают. Да, та молодежь, которая могла сопротивляться, он ее уничтожил намеренно, чтобы они не мешали ему делать то, что он хотел. Это ужасно вообще. Вы представьте себе, что сделала эта мразь. И после этого он еще там сидит, эта гнида. Никогда в истории человечества такого еще не было. Вот никто не хочет это кресло, никто, поэтому и так долго. Если бы кто хотел, пришел бы уже добился этого кресла. Все, дорогие друзья. На этом все. Подарила и этот ритуал, потому что посчитала, что надо это делать. У меня, правда, другие еще были планы, но ничего, сделаю. Постепенно буду делать. Все. Всем удачи и доброго утра. Пойду я сейчас прибираться. Я ранним утром начинаю это все. Мне нужно все это убрать, поскольку я очень чистоплотный человек, до болезненности. Вот все надо убрать, и пыль, и все на свете. Я начинаю свой день с чистого листа каждый день. Фух. И вам того же желаю. Все, да поможет нам с вами фортуна вырулить из этой ситуации. Она нам и так очень много помогла, и спасибо ей огромное за все. Это божество, это реально воистину помогла столько, что не описать словами. Она и так помогла нам очень много. Все, дорогие друзья, всем удачи.